Сегодня для вкусного и быстрого супа я беру 3 филе куриного бедра. Куриное мясо нарезаю небольшими порционными кусочками. Некоторые хозяйки срезают куриный жир. Я его оставляю. Что вы думаете по этому поводу? Срезаете ли вы жир? Итак, курицу закладываем в кастрюлю и заливаем водой. Воды беру немного, только чтобы она на пару сантиметров покрыла мясо. Оставляю кастрюлю закипать. Когда вода в кастрюле закипела и появилась пена, я эту воду сливаю и промываю мясо. Теперь я опять заливаю воду в кастрюлю. Суп буду варить в 3-литровой кастрюле, воды беру где-то 1,5 литра. В данном этапе приготовления я также положу в кастрюлю одну луковицу, немножко ее разрежу накрест. И добавлю сегмент корня петрушки примерно сантиметров 10. Конечно же, его очищу. Вместо корня петрушки можно взять фрагмент корня сельдерея. Корень также надрежу, чтобы он лучше отдавал все свои соки. Солить этот суп я буду сразу. Так куриный бульон получается вкуснее. Суп солим по вкусу. Я добавила 1 чайную ложку соли. Хочу обратить ваше внимание, что после закипания суп будем варить на небольшом огне. Он должен слегка булькать, но не бурлить. Оставляем суп минут на 10-15. Тем временем почистим и порежем 3 средних картофелины. Картошку режем как вам нравится. Я нарезаю кубиками. Картофель высыпаем в кастрюлю. Вместе с ним я также сюда положу перец. 2 душистых и 2 черных перца горошком. Затем я потру 1 морковь. Морковь сразу идет в суп. Продолжаем варить суп до готовности картофеля. Когда картофель сварился, я добавляю в суп 100 мл пюре из помидоров. Вместо него можно добавить 1 столовую ложку томатной пасты или потереть пару помидоров свежих. А также я высыпаю 1 банку готовой консервированной фасоли. Здесь 240 граммов. Суп попробуем и, если это нужно, досолим. Суп оставляю на 2-3 минуты покипеть под крышкой. Дальше я удаляю из супа разваренную луковицу. И где он тут у нас? Корень петрушки. Теперь пропускаю через пресс 2 зубчика чеснока. И добавляю зелень. У меня она сегодня сухая, можно, конечно же, использовать свежую. Чайную ложку петрушки и пол чайной ложки сухой мяты. Можно и больше, но лучше добавлять по чуть-чуть и проверять, как вам нравится такой вкус. А также я кладу небольшой кусочек сливочного масла, граммов 10. Когда наш ароматный и вкуснейший супчик закипел, выключаем огонь и даем ему постоять несколько минут под крышкой. Этот суп в средиземноморском стиле получается не просто очень вкусным и сытным. Он еще и очень полезен не только по своему составу, но и по способу приготовления. Мы совершенно ничего не жарим. Я рекомендую вам разнообразить свое меню таким супом, а также рекомендую подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео, пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам мирного неба и крепкого здоровья. И, как всегда,
До встречи в следующем вкусном видео.